Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Мы с вами будем связать вот такую летную легкую ажурную маечку. Обзор этой маечки со всеми параметрами у меня есть отдельное видео на моем канале, можете посмотреть. А мы с вами начнем вязать эту майку. Маечку я назвала орхидея, и узор тоже названа орхидея. Мастер-класс вязания этого узора тоже есть отдельное видео на моем канале. Можете сперва посмотреть и приступить к вязанию этой маечки. Маечку мы начинаем сверху вниз, с плечики. И вот видите, даже здесь нету швов. Сперва вяжем перед до подреза, а потом мы отсюда опять начинаем вязать спинку тоже до подреза. И по ходу вязания мы оформляем пройму и горловины платочной вязкой. И я вам еще покажу, как оформлять здесь треугольную форму горловины и по переду, и на спинке. И еще вам на практике подробно покажу, как мы оформляем области подреза. Вот таким образом, когда вот аккуратно выходит, здесь вот центральную боковую петлю я провязала изнаночной петлей. И здесь образуется и потом вот такая имитация шва. Пойдемте вязать. Вспомогательной нитью набираем простым путем петель. Вот набрали 14 и 14 петель по отдельности. Теперь будем провязать эти петли. Для этого отдельного пучка 14 петель мы провяжем нитью отдельно клубочек. А для этой пучок петель променяем нить другой клубочки. Так что нам надо будет 2 клубочка нити. Перед началом вязания мы отделяем длинный пучок рабочей нити. Для чего этот пучок нам надо будет, это я вам по ходу вязания покажу. Это мы пока вот так аккуратно сложим, чтобы нам мало мешало. Вот. И здесь теперь мы начинаем вязать. Вяжем все петли лицевыми петлями. Последняя петля изнаночная. Вот мы одну сторону провязали. Теперь этот клубок нить мы оставляем. Для второго набора 14 петель мы возьмем рабочую нить другой клубочки. Здесь то же самое. Мы отделяем нить определенное количество длины. И вот эту сторону тоже мы вяжем 14 петель лицевыми петлями.
Теперь поворачиваем нашу работу. Вяжем второй ряд. Для этого 5 петель мы отделяем для каймы. Вяжем лицевыми петлями. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И мы здесь ставим маркировку. Теперь 4 петли мы вяжем изнаночными петлями. Здесь ставим красную маркировку. Теперь 5 петель лицевыми петлями. Последняя петля изнаночная. Мы одну сторону переда провязали. Нить поменяем и начинаем провязать вторую часть переда. И здесь то же самое. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Ставим красную маркировку. 4 петли изнаночные. Здесь поставим белую маркировку. Остальные 5 петель лицевые. И последняя петля всегда вяжется изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы набирали 2 стороны переда, полочки. Вот когда посмотрите, вот это правая полочка, и вот это левая полочка. По рукам тоже, когда мы посмотрим, по рукам тоже правая сторона и левая сторона переда. Теперь мы их будем вязать. Когда правую полочку закончите ряд, вы обязательно должны поменять нить и начать вторую полочку. И на обратной стороне то же самое. И это нам даст, мы одинаково будем вязать обе полочки. Где надо будет добавить накиды, и на этой стороне мы добавим на этом ряду, и на этом стороне мы добавим на этом ряду. И у нас полочки от вязания до конца вязания получатся в одинаковом размере. Теперь мы вяжем третий ряд. На третьем ряду, друзья, мы вот по краям, где у нас идет петли кайма проймы, мы не добавляем накиды. А где мы оформляем горловины, мы здесь добавляем петли через 3 ряда. До красной маркировки, а здесь после красной маркировки. Вот таким образом, друзья, добавляем по 8 накидов с обеих сторон. Кайма, пройма и горловина вяжутся платочной вязкой. И они всегда на обе стороны вяжутся лицевыми петлями. Вот теперь, друзья, вот здесь мы еще маркировку поставим, чтобы мы могли узнать, сколько накидов здесь добавляются. И здесь мы берем накид. И остальные все петли лицевые. Последняя петля всегда вяжется изнаночной петлей. Теперь поменяем нить и начнем вязать эту сторону. Здесь то же самое. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И все петли лицевые. После этой красной маркировки берем накид и опять здесь добавим еще красную маркировку. Петли проймы лицевые, остальные петли изнаночные. Вот. Теперь этот накид, который мы добавили, мы провяжем скрышенное, чтобы здесь не было у нас дырочка. Для этого мы берем левую стенку и провяжем изнаночно. И петли лицевые. Теперь мы поменяем нить. Здесь то же самое повторяем. Только у нас все вязание идет зеркально.
Накид вяжем изнаночная скрещенная. Остальные петли изнаночные до белой маркировки. После белой маркировки петли идут лицевыми петлями. Теперь, друзья, мы опять на лицевой стороне. Этот раз мы здесь и здесь мы не добавим накид. Просто все петли вяжутся лицевыми петлями. Теперь мы, друзья, на изнаночной стороне. По 5 петель кайма мы вяжем лицевыми петлями, а в серединке петли мы вяжем изнаночными петлями. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. На этом ряду мы на стороне горловины с обеих сторон добавим накид. Все петли лицевые. И перед второй красной маркировкой мы добавляем накид. Здесь после первой красной маркировки добавляем накид. Накид, который мы добавили, вяжем скрещенной изнаночной. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. На этом ряду мы не добавляем накиды и все петли провяжем лицевыми петлями. А на изнаночной стороне, вы знаете, петли каймы по 5 мы вяжем лицевыми петлями, а остальные все петли мы вяжем изнаночными петлями. Вот таким образом, друзья, мы здесь добавили 2 петли. Это мы узнаем вот. Между красными петлями у нас появились вот 2 петли. Мы еще добавим 6 накидов через 3 ряда с обеих сторон. И это вяжете самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда мы закончим добавить 8 петель через 3 ряда. Вот, друзья, мы здесь закончили добавление по 8 петель. Это мы можем узнать вот здесь. Между красными маркировками, когда посчитаете, здесь должны быть 8 петель. Теперь, друзья, мы начинаем добавлять накиды и со стороны проймы. И здесь то же самое, мы поставим маркировку вот здесь. И мы здесь будем наблюдать именно по количеству петель, которые мы добавляем накиды по пройме с обеих сторон. И 5 петель мы добавляем через 3 ряда. А 16 накидов мы добавим по горловине переда. И теперь их будем добавлять через ряд. Берем накид и здесь поставим маркировку. И здесь вместо маркировки поменяем. Вот здесь тоже хочу отмечать, друзья, когда последнюю 8-ю накид мы брали, после этого тоже 3 ряда мы провязали лицевыми петлями. И после этого мы будем брать следующий накид.
Вот поставим маркировку и берем накид. Эта сторона, как зеркальная, будем точно так же. На изнаночной стороне, друзья, платочные вязки по 5 петель по краям мы вяжем лицевыми петлями, а остальные петли и все накиды вяжем изнаночными петлями. А накиды мы вяжем скрещенной изнаночной петлей. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Еще раз повторяю ход вязания. По пройме мы берем накиды через 3 ряда, а по горловине мы берем накиды через ряд. И таким образом мы продолжим. Проймы мы берем 5 накидов, а по горловине 16 накидов. Вот, друзья, мы закончили добавление 5 петель по пройме. И можете здесь посчитать. Между белыми и черными маркировками здесь имеется 5 петель. И после последнего накида еще мы провязали здесь 3 ряда. А по горловине между красными маркировками добавлено 10 петель. И это добавление мы продолжаем через ряд. Еще здесь добавим 6 петель с обеих сторон. А теперь по пройме мы начинаем добавлять петли через ряд. И добавим 8 петель с обеих сторон. Вяжите самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда по горловине мы закончим добавление еще 6 петель. И я вам подробно покажу, как мы здесь оформляем нашу треугольную горловину по переду.